Почему наша жизнь достаточно однообразна? Ситуации, возникающие в нашей жизни, очень похожи. Мы предсказуемо реагируем на похожие раздражители. А если вы общаетесь с одними и теми же людьми, то и раздражители будут одни и те же. Почему так происходит? Так человек разумное существо, имеющее волю, или запрограммированный кем-то механизм для достижения определенной, ему неведомой цели? И то, и другое. Никто нами не управляет, кроме законов природы, законов физики. Но именно благодаря законам физики мы такие, какие мы есть. А давайте разберемся с этими законами. И волевым решением станем такими, какими вы хотите стать. Хотите жить в дне сурка? Пожалуйста. Хотите менять мир? Да ради Бога. Но пусть это будет ваш осознанный выбор. Давайте разбираться. Окружающий нас мир цикличен и предсказуем. Сменяются время суток и времена года. Изменения в этой части нашей жизни редки и медлительны. Основную движуху создаем мы, люди, наши социальные взаимодействия. Вы ходите на работу или не ходите на нее. Это определяете вы и ваше окружение. Я скажу вам неприятную вещь. Определяете только вы. Какова ваша жизнь? Определяете только вы. Вы сейчас накидаете мне кучу доводов, примеров из вашей жизни о том, что вы в конкретной ситуации ничего не можете изменить. И я с вами соглашусь. Вы не можете. Но определяете только вы. Как это может быть? Ведь это взаимоисключающее утверждение. В данный конкретный момент вы не способны что-то изменить. А что нужно для того, чтобы стать способным? Надеюсь, не нужно доказывать, что наша социальная жизнь определяется работой нашей нервной системы. Это значит, что именно принципы работы нервной системы определяют нашу семейную, общественную, профессиональную жизнь. Давайте разберемся, по каким физическим законам работает наш мозг. И поймем, почему мы так себя ведем и такие эмоции испытываем. И самое главное, как стать способным изменить свою жизнь по вашему желанию. Вот уже 25 лет я занимаюсь проблемой математического моделирования нервной системы. И на этом канале я рассказываю о прикладном, практическом применении этой модели. О том, как, зная принципы работы нашего мозга, вы можете стать энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком. По нашим нервам не протекают образы или звуки, запахи или вкусы. Только электрические сигналы, которые принято называть нервными импульсами. Мозг – это совершеннейший электрический прибор, для работы которому нужно очень много энергии, электроэнергии. Чем больше энергии в мозг поступает, тем большее количество задач он способен выполнять одномоментно. Мы воспринимаем это как бодрость, энергичность, повышенную работоспособность, счастье. А почему счастье? Дело в том, что, несмотря на всю поэтичность и романтичность, наши эмоции играют сугубо прагматическую роль. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше электроэнергии поступает, тем больше мы счастливы. Чем меньше, тем большую депрессию мы испытываем. Все остальные эмоции находятся между этими точками. Мозг заинтересован в том, чтобы получать как можно больше электроэнергии. Если использовать лирическую терминологию, то можно сказать так. Основная цель нашей жизни – получать максимальное удовольствие. Все, что мы делаем в своей жизни, мы делаем для достижения этой цели. А какой механизм реализации этой цели? Всю свою жизнь мы учимся, что-то запоминаем, постоянно образуем новые связи между нервными клетками. Они образуют, в свою очередь, огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями, своей памятью. Если обратиться к техническому языку, то эти комплексы можно сравнить с микропроцессором, в котором запрограммирована определенная последовательность действий. Как определяется, а какой рефлекторный комплекс будет срабатывать в данный момент? Тот, по которому проходит максимальное количество электроэнергии. Тот, который обладает минимальным электрическим сопротивлением. Тот, который делает нас максимально энергичным в данный конкретный момент. И каждый раз на один и тот же раздражитель мы будем реагировать одинаковым образом.
И какой закон физики обеспечивает этот принцип? Закон Ома для параллельных цепей. Ток идет по пути наименьшего сопротивления. Представляете? Вся сложность человеческих поступков и взаимоотношений обусловлена этим законом. Этот закон гарантирует наше стремление быть максимально счастливым, насколько это возможно. Вначале я говорил, что многие не могут ничего изменить в своей жизни. Как бы вам этого не хотелось. Почему? Для образования новых связей между нервными клетками нужно немного больше энергии, чем протекает обычно. Мы запоминаем тем лучше, чем более эмоционально окрашено событие. В противном случае часы сливаются в дни, в месяцы, месяцы в годы. И мы не можем один прожитый год отличить от другого. То есть для того, чтобы наш микропроцессор перепрограммировался, добавил дополнительные функции, к нему должно поступать как можно больше электрических сигналов. А откуда их взять? Откуда вообще берется электричество в организме? Единственным источником электроэнергии в нашем теле являются рецепторы. Именно они генерируют электричество, преобразуя все виды окружающей их энергии в электрический сигнал. Все рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние рецепторы реагируют на изменения в окружающем мире. Энергии Солнца, Земли, воды, воздуха. Внутренние реагируют на изменения внутреннего состояния нашего организма. Но сильное, резкое изменение физических и химических параметров нашего организма мы воспринимаем как боль. То есть существует только два источника энергии. Окружающая нас Вселенная и внутренняя боль. Равнозначны ли эти источники? К сожалению, нет. Мало того, что энергия изменения организма несоизмеримо меньше энергии окружающего мира, так еще для этих изменений нужно затратить энергию организма, в том числе нервную, электрическую. А откуда ее взять? От внешних рецепторов. То есть энергия внешних рецепторов идет не на работу нервной системы, а на зарядку аккумуляторов для работы внутренних рецепторов. Следствием этого является нарастающий дефицит энергии, усталость. Чем больше дефицит, тем больше требуется включение внутренних рецепторов, что в свою очередь все больше увеличивает дефицит энергии. Энергии становится все меньше и меньше. Ее уже не хватает на образование новых связей между нейронами. Мы хуже запоминаем. Наши микропроцессоры способны дать все меньше и меньше возможных процессов одномоментно. Мы переходим в режим энергосбережения. Меньше двигаться, меньше думать, совершать минимальное количество стереотипных действий. Вас раздражают люди с большим запасом энергии, потому что они способны выдать для вас триггеры, на которые у вас нет стереотипного ответа. А создать новый вы не можете. Это усиливает вашу усталость. Вы продолжаете истощаться. Поэтому, по сути дела, повторяемость жизненных ситуаций, а однообразие нашей жизни – это режим энергосбережения. Любые попытки изменить ситуацию, разнообразить свою жизнь, выйти из так называемой зоны комфорта приведут только к тому, что ваше истощение будет увеличиваться. Вы будете уходить в болото депрессии все глубже и глубже. Есть ли выход из этой ситуации? Конечно, есть. Если бы его не было, то человечество давно бы вымерло. И эволюция, рождение детей с повышенной энергией ситуацию бы не спасло. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю в описании. Какие способы мы знаем? Первый способ – увеличение воздействия на внешние рецепторы. Все виды физиотерапии относятся к этому способу. Уменьшение комфортности существования – это о том же. Второй способ – уменьшение воздействия внешних триггеров, включающих ваши рефлекторные комплексы, содержащие боль, как источник энергии. К этому способу относятся все виды избегания и уничтожения окружающей обстановки. От переезда в другой город до развязывания войн. Третий способ – включение в работу рефлекторных комплексов, несущих большее количество энергии, больше счастья. Сюда относятся занятия всем тем, что доставляет вам удовольствие. Работа, отдых, хобби. Обратите внимание, что я не назвал ни одного способа восстановить оптимальную, максимальную работу нервных путей. Уменьшить их электрическое сопротивление. Сделать так, чтобы той энергии, которую дают внешние рецепторы, стало более чем достаточно. И энергия внутренних рецепторов, энергия боли, стала не нужна. Дефицит энергии перестанет нарастать, а значит будет уменьшаться. И порочный круг начнет разворачиваться в обратном направлении.
Почему я не назвал такого способа? Да потому что до недавнего времени его не существовало. О нем даже не задумывались. Сейчас ситуация изменилась. Хочу рассказать вам о методе аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод исходно создавался для восстановления максимальной проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. И в результате мы получаем все те эффекты, о которых я только что сказал. Как проводится сеанс аппаратной психотерапии аудиокатарсис? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Вы скажете, что такое невозможно. Надел наушники и стал здоровым, энергичным, счастливым. Чтобы с вами не спорить, я скажу следующее. 5 суток после регистрации на сайте вы получаете бесплатно. За это время вы сами сможете проверить эффективность метода. Только после этого вы принимаете решение о продолжении курса, либо о его заканчивании. Согласен, что эффект от аппаратной психотерапии быстрый, но не мгновенный. Это обусловлено небольшой толщиной слуховых нервов и их малой проводимостью. Но даже за эти 5 дней вы можете заметить результат. Ваша энергичность, работоспособность увеличится, усталость уменьшится. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Верните в свою жизнь энергию, уверенность в себе, счастье. Измените свою жизнь так, как вы об этом мечтаете. И пусть аппаратная психотерапия аудиокатарсис вам в этом поможет. Будьте здоровы и счастливы.